Здравствуйте, друзья! Самые знаменитые мистификации. И снова Хау Кола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Самые знаменитые мистификации в истории человечества. Когда в жизни происходит что-то необъяснимое, люди часто прибегают к мистическому истолкованию событий. Свидетели и очевидцы необыкновенных явлений придумывают загадочные теории и предположения, не подтверждающиеся никакими серьезными фактами. И секрет здесь в том, что большинству людей нравится верить во что-то таинственное. Как тут не вспомнить известную фразу «Я знаю, что это так, и, пожалуйста, не морочьте мне голову своими фактами». Сегодня мы рассмотрим известные заблуждения и мифы, которые не прошли проверку на прочность. Данная статья понравится не только любителям истории, но и тем, кому нравятся интересные истории из жизни. Сестры Фокс. Весной 1848 года в спальне двух сестер Мэгги и Кейт Фокс стали происходить странные вещи. По словам девочек, которым было 14 и 11 лет, они по несколько раз в месяц слышали странные звуки. Им казалось, что некий призрак мужчины хотел выйти с ними на связь. Об участившихся случаях этого мистического явления быстро узнала вся северная часть Нью-Йорка. Получив миллионную поддержку со стороны своих поклонников, а потом и последователей, сестры Фокс сыграли ключевую роль в становлении и развитии спиритуализма. Когда девочки повзрослели, они продолжили проводить спиритические сеансы. Только уже с более сложными трюками. Однажды старшая из сестер Мэгги не выдержала и всенародно призналась в намеренной мистификации. Она объяснила, что изначально вся эта история походила на простую детскую шалость. Ведь издаваемые призраком звуки на самом деле были лишь щелчками суставов пальцев ног. Кто бы мог подумать, что такие забавы превратятся в популярное и довольно крупное движение по всему миру. Ужас Амитвилля. Эта история известна многим любителям фильмов ужасов, а выражение «ужас Амитвилля» давно уже стало нарицательным. В 1974 году Рональд Дефо, которому исполнилось 23 года, собственноручно расстрелял своих родителей, а также 4 братьев и сестер. Он совершил преступление, когда члены семьи мирно спали в своих постелях. Сам Дефо объяснил свой поступок тем, что некий голос приказал ему убить родных. Когда Рональда проверили врачи, они признали его полностью вменяемым. Спустя год в этом доме поселились супруги Луц с 3 детьми. Через месяц после переезда в доме стали происходить разные необъяснимые вещи. Вследствие этого к ним зачастили различные медиумы и священники, которые в один голос твердили, будто в доме действительно живут потусторонние силы. Как выяснилось позже, все они были в сговоре. Они сотрудничали с американским писателем, который для поддержания данной мистификации оказывал им щедрую материальную поддержку. Вскрытие инопланетянина. В 1995 году на телеканале Fox появился сенсационный репортаж, в котором рассказывалось о вскрытии инопланетянина, обнаруженного на месте крушения НЛО. Как оказалось, на самом деле вся эта история была сфальсифицирована. Однако это не помешало каналу получить огромные рейтинги. Автором репортажа одной из самых известных инопланетных мистификаций был Рэй Сантили со своими коллегами. Как только пленка попала в руки профессионалов, они сразу же выявили там большое количество ляпов и исторических несовпадений. Вся эта мистификация была больше похожа на дешевую фантастику, чем на реальность. В результате в 2006 году сам Рэй Сантили публично признался в подлоге. Фотография лохнесского чудовища. Лохнесское чудовище знакомо большинству людей потому, что это выражение используют в качестве чего-то неизвестного и очень страшного. Возникла нашумевшая история о чудовище, живущем в озере Лох-Несс сравнительно недавно. Так, в 30-х годах 20 века появилась сенсационная фотография, на которой было изображено некое существо, более известное как Несси.
Снимок был сделан доктором Кеннетом Уилсоном. На размытом фото была видна шея и голова чудовища. Позже выяснилось, что это всего лишь чучело монстра, прикрепленное к корпусу детской подводной лодки. Эту известную мистификацию осуществил некий охотник со своим сыном. Как это ни удивительно, но она оказалась весьма живучей. Путешественник во времени. В 70-е годы прошлого века в Америке была очень популярная история о путешественнике во времени, которого звали Рудольф Фенц. Это одна из самых известных мистификаций, отзвуки которой и сегодня можно встретить в разных пабликах социальных сетей. Миф утверждал, что якобы в 1950 году господин Фенц неожиданно появился на одной из нью-йоркских улиц прямиком из 1876 года. К сожалению, из-за своей растерянности путешественник попал под колеса машины и скончался. На самом деле, все персонажи и события этой мистификации были позаимствованы из малоизвестной повести Джека Финнея «Круги на полях». В конце 70-х на юге Великобритании начали появляться таинственные рисунки на полях. Сразу же стали ходить слухи о том, что авторами этих загадочных узоров являются инопланетяне. Однако в 1991 году Дэвид Чорли и его друг Дуглас Бауэр сознались в том, что именно они являются авторами данных орнаментов. Фиджийская русалка. Таким словосочетанием в 19 веке называли разные известные экспонаты на уличных выставках. Их намеренно выдавали за мумифицированных фиджийских русалок. А делались такие чучела следующим образом. Туловище от неполовозрелой обезьянки соединяли с хвостом какой-либо крупной рыбы, а затем просто покрывали папье-маше. Надо сказать, что мистификация была примитивной, но довольно известной и популярной. Ведьма Салема. В английском городе Салем в 17 столетии происходила настоящая паника. А все началось с того, что дочь и племянница священнослужителя Самуэля Перрия были поражены загадочной болезнью. Этот недуг заставлял девушек издавать истерические крики и биться в конвульсиях. Как известно, в то время люди фанатично верили в демонизм, из-за чего дело получило большой резонанс. В результате охоты на ведьм прошли нашумевшие судебные процессы и погибло около 20 женщин. Еще 200 человек были посажены в тюрьму. Позже выяснилось, что все это было обычным сговором девушек, которые просто имитировали симптомы своих родственниц. Интересен факт, что на Руси тоже практиковались подобные вещи. Женщин, которые вели себя как одержимые демонами, называли кликушами. После издания царского указа, чтобы кликуш сечь розгами и всячески лишать их прав, любительниц покричать и повести себя неадекватно существенно поубавилось. Тут надо сказать, что определенные психиатрические заболевания с такими симптомами действительно имеются, но это единицы. А история наглядно демонстрирует, что кликушество, появляющееся в одном месте, быстро набирало обороты. Однако стоило пригрозить кликушам поркой, как сразу же их болезни улетучивались, и они моментально выздоравливали. Вот такой психический феномен. Гигант из Кардифа. Одной из самых знаменитых и известных мистификаций является каменная скульптура, представленная как останки трехметрового великана. Автором этой мистификации стал атеист Джордж Халлу, который спорил со священнослужителем относительно великанов, живущих в древние времена. Благодаря своей выдумке Джордж смог сколотить приличное состояние. Множество желающих стремились взглянуть на артефакт всего за 50 центов. А какие мистификации из истории знаете вы? Напишите, пожалуйста, про них в комментариях. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки!